Урок 1. Городские приключения. Привет. Анна, я подумываю о скором знакомстве с новым городом. Звучит захватывающе. Какой город вы рассматриваете? Я думаю о Барселоне. Я слышала, что здесь полно удивительных достопримечательностей. Барселона. Это просто фантастика. Я бы сказал, что для полноценного знакомства с городом потребуется не менее 3-4 дней. Звучит разумно. Какие места там стоит посетить? Обязательно посетите храм Святого Семейства. Это потрясающая базилика. Я видела его фотографии. Архитектура выглядит невероятно. Что еще мне стоит попробовать? Парк Гуэль — еще одна жемчужина. Красочные мозаики настолько уникальны. Вы видели какие-нибудь фотографии? Да, они выглядят ярко. Кажется, это отличное место для фотографий. У тебя есть любимое место в Барселоне? Мне нравится готический квартал. Здесь полно узких улиц и исторических зданий. Звучит очаровательно. Можешь просто побродить там. Абсолютно. Интересно исследовать и открывать скрытые кафе и магазины. Мне нравятся такие приключения. Как насчет еды? Какие местные блюда мне стоит попробовать? Обязательно попробуйте тапас. Это маленькие тарелки с разными блюдами. Идеально подходит для совместного использования. Вкусно. Мне нравится пробовать разные блюда. Какие-нибудь конкретные закуски вы рекомендуете? Бравас с картофелем и иберический хамон очень вкусные. Они вам обязательно понравятся. Не могу дождаться, когда смогу попробовать их. Как обстоят дела с общественным транспортом в Барселоне? Отлично! Метро простое в использовании, и вы можете быстро добраться практически куда угодно. Приятно это знать. Я предпочитаю не ездить в новый город. В какое время лучше всего приезжать? Идеально подходит весна или осень. Погода приятная, туристов не так много. Урок 2. Бегущие сказки. Эй, Анна, знаете что? Недавно я пробежал марафон. Это невероятно. Как прошел опыт? Было тяжело, но очень приятно. Атмосфера всех бегунов была захватывающей. Могу себе представить. Ты много тренировался для этого. Да, я тренировался несколько месяцев. Мне нужно было постепенно наращивать выносливость. Это впечатляет. Каким был ваш тренировочный распорядок? Я начал с более коротких пробежек и постепенно увеличивал дистанцию каждую неделю. Звучит умно. Вы следовали определенному плану. В интернете я нашла план тренировок, который помог мне продвинуться вперед. Отличная идея. Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями во время обучения? Определенно, были дни, когда я чувствовала себя слишком уставшей, чтобы бегать. Иногда трудно сохранять мотивацию. Как вы справились? Я напомнила себе о своей цели и увидела, как пересекаю финишную черту. Это мощная техника. Как вы себя чувствовали в день гонки?
Я нервничала, но была взволнована. Энергия толпы помогла мне успокоить нервы. Это замечательно. Ты бегал с друзьями или в одиночку? Я бегала с парой друзей. Это сделало опыт более приятным. Это круто. Приятно поделиться таким вызовом. Какая часть марафона была самой сложной? Последние несколько миль были самыми тяжелыми. Мне было тяжело в ногах, но я продолжал толкаться. Должно быть, вы чувствовали себя потрясающе, пересекая финишную черту. Урок 3. Беседы о продуктах. «Привет, Анна. Сегодня я хотела купить молока». Правда. Мне тоже не помешало бы. Ты позже пойдешь в магазин. «Да, я могу забрать его для вас сегодня, если хотите». Это было бы здорово. Тебе еще что-нибудь нужно, пока ты там. Может, немного хлеба и яиц. У меня их тоже мало. Отличная идея. Я всегда забываю яйца. Какое молоко ты предпочитаешь? Обычно я выбираю миндальное молоко, но иногда покупаю и обычное молоко. Миндальное молоко очень вкусное. Я сама предпочитаю овсяное молоко. Вы его пробовали? У меня есть. Оно сливочное и вкусное, идеально подходит к кофе. Именно так. Вы пьете много кофе. Верю, мне это нужно, чтобы начать утро. А как же ты? Мне нравится кофе, но по вечерам я также люблю травяной чай. Звучит расслабляюще. У вас есть любимый травяной чай. Ромашка. Моя любимая. Она помогает мне расслабиться. А как же ты? Мне нравится чай с мятой. Он освежает после еды. Я слышала, что чай с мятой полезен для пищеварения. Вы пробовали его перед сном? Пока нет, но возможно. Я обычно пью чай во второй половине дня. Прекрасное время для чаепития. Как часто ты ходишь в магазин за продуктами? Я стараюсь ездить туда раз в неделю, но иногда мне приходится совершать дополнительные поездки. То же самое и здесь. О том, что написано в списке, легко забыть. Урок 4. Совместное использование решений. Привет, Анна. Знаешь, я начала делиться своими проблемами с друзьями на работе. В самом деле, звучит как отличная идея. Как это поможет? Мне легче говорить о своих проблемах. А потом я с радостью возвращаюсь в свой офис. Это замечательно. Это правда, что совместное использование может облегчить нагрузку. Именно так. Каждому из нас становится лучше, когда мы делимся своими проблемами. Полностью согласен. Это создает чувство общности и поддержки. Пробовали ли вы говорить с кем-нибудь о своих проблемах? Да, на самом деле. Недавно я рассказала коллеге о стрессе на работе. Как все прошло? Все прошло очень хорошо. Она дала мне несколько полезных советов и выслушала.
Отлично. Умение слушать – очень важная часть общения. Абсолютно. Иногда просто если кто-то вас услышит, это может иметь большое значение. Как вы думаете, легче делиться проблемами с друзьями или семьей? Думаю, это зависит от ситуации. Друзья могут предложить разные точки зрения. Это правда. Семья часто хорошо нас знает и может обеспечить комфорт. Именно так. Приятно иметь обе системы поддержки. Чем вы обычно делитесь? Я часто говорю о стрессе, связанном с работой или о личных целях, с которыми я борюсь. Это важные темы. Считаете ли вы, что это помогает найти решение? Да, иногда простое высказывание своих опасений помогает прояснить мои мысли. Это отличное понимание. Урок 5. Беседа о путешествиях. Привет. Анна, ты когда-нибудь ездила на поезде по всей стране? Да, у меня есть. Поезда могут очень быстро и эффективно перемещать людей по всей стране. Абсолютно. Мне нравится, насколько удобными и живописными могут быть поездки на поезде. Я тоже. Это отличный способ увидеть, как меняется ландшафт во время путешествия. Какое твое любимое путешествие на поезде тебе довелось пережить? Мне очень понравилась поездка из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. Виды на побережье были потрясающими. Звучит потрясающе. Я слышал, что виды на этом маршруте захватывают дух. Они действительно такие. Вы хотите отправиться в путешествие на поезде своей мечты? Мне бы очень хотелось когда-нибудь покататься на Восточном экспрессе. Это так культово и роскошно. Это было бы невероятно. Это все равно, что вернуться в прошлое со всей этой элегантностью. Да, и еда на борту тоже должна быть фантастической. Изысканная кухня во время путешествий звучит идеально. Вы когда-нибудь путешествовали на поезде в другую страну? У меня есть. Я поехал на поезде в Японии, и он оказался очень эффективным и пунктуальным. Япония известна своей удивительной железнодорожной системой. Вы ездили на Синкансене. Да, все прошло очень быстро и гладко. Мне казалось, что я лечу. Я слышала, что этот опыт не похож ни на один другой. Чем вы занимались во время поездки? Я наслаждался видами и даже попробовал несколько коробок для бента, которые продают в поезде. Они очень вкусные. Культура питания в Японии очень богата. Определенно, как вы думаете, поезда – лучший вариант для путешествий, чем самолеты? Это зависит от расстояния. Для коротких поездок поезда часто удобнее и приятнее. Урок 6. Командная стратегия. Привет, Анна. Я думала о нашем проекте. Нам нужно проанализировать рабочую нагрузку. Отличная идея. Оценка рабочей нагрузки поможет нам понять, что нам нужно. Именно так. Если мы обнаружим какие-либо пробелы, мы можем соответствующим образом скорректировать нашу стратегию. Согласен. Но для эффективного решения всех проблем нам, возможно, потребуется больше ресурсов. Верно.
Считаете ли вы, что нам следует обратиться за дополнительной помощью к руководству? Да, думаю, это пойдет на пользу. Большее количество рук может облегчить нагрузку. Как вы думаете, каким конкретным задачам нужно уделить больше внимания? Думаю, на этапе исследования могло бы понадобиться больше людей. Это довольно трудоемкий процесс. Я согласен. Сбор данных очень важен, а наличие дополнительных ресурсов ускорит процесс. Определенно. Кроме того, разные точки зрения могут улучшить наши результаты. Это правда. Совместная работа часто приводит к лучшим результатам. А как же презентация? Нам следует начать планировать это сейчас, чтобы у нас было достаточно времени для доработки наших идей. Хорошее замечание. Хорошо подготовленная презентация может оказать значительное влияние. Должны ли мы разделить темы презентации между собой? Да, так мы сможем сосредоточиться на своих сильных сторонах. Я могу ознакомиться с введением и заключением. Отлично. Тогда я займусь основным контентом. Это моя любимая часть. Отлично. Давайте установим сроки для каждого раздела, чтобы не сбиться с намеченного графика. Похоже на план. Мы можем регулярно проверять друг друга на предмет обновлений. Абсолютно. Коммуникация станет ключом к нашему успеху. Мне не терпится увидеть, как все это сочетается. Командная работа превращает мечту в жизнь. Урок 7. Обычный обмен. Привет. Анна, я думала о том, как улучшить свой распорядок дня. Звучит интересно. Что вы хотите изменить? Я хочу начать утро на более позитивной ноте. Отличная идея. Хорошее начало может задать тон всему дню. Именно так. Мне стоит попробовать включить часть вашей рутины в свой распорядок дня. С удовольствием поделюсь. Обычно я начинаю с короткой медитации, чтобы очистить свой разум. Медитация звучит полезно. Как долго вы обычно медитируете? Всего около 10 минут. Это помогает мне сосредоточиться и успокоиться. Мне бы это пригодилось. Чем вы занимаетесь после медитации? После этого я отправляюсь на быструю пробежку. Это заряжает меня энергией на предстоящий день. Бег трусцой– отличный способ двигаться. Обычно я пропускаю часть упражнения. Может быть, вы могли бы начать с быстрой прогулки. Это хорошее введение в бег трусцой. Это хорошее замечание. Я мог бы прогуляться по парку рядом со своим домом. Абсолютно. Свежий воздух действительно может улучшить ваше настроение. После этого вы завтракаете. Я обычно пропускаю завтрак, а это, как я знаю, нехорошо. Что вы обычно едите? Мне нравится овсянка с фруктами. Она сытная и дарит мне неизгладимую энергию. Звучит очень вкусно. Мне надо попробовать приготовить овсянку. Какие-нибудь советы? Просто добавьте свои любимые фрукты и немного орехов. Это просто и вкусно. Мне нравится эта идея. Я обязательно попробую. А как же ваш рабочий распорядок?
Каждое утро я расставляю приоритеты в своих задачах. Это помогает мне оставаться организованным в течение дня. Урок 8. Разговор о цветах. Привет, Анна. Ты заметила цветы, распускающиеся повсюду? Да, это прекрасно. Мне нравится, как красочно все выглядит весной. Абсолютно. По всему парку растут белые цветы. Они прекрасны. Белые цветы часто символизируют чистоту и мир. Это правда. Но я также обожаю красные розы. Они могут быть такими яркими и романтичными. Красные розы — это классика. Их часто дарят по особым случаям, таким как юбилеи. Именно так. У тебя есть любимый цветок. Думаю, я бы выбрала подсолнухи. Они всегда вызывают у меня улыбку. Подсолнухи веселые. Они следуют за солнцем, что так завораживает. Да, как будто они приносят солнечный свет везде, где растут. А как же ты? Мне очень нравится лаванда. Аромат такой успокаивающий и освежающий. Лаванда прекрасна. Она отлично подходит для отдыха и даже используется в кулинарии. Я этого не знала. Как вы используете его в кулинарии? Вы можете добавлять его в сиропы или использовать в десертах, таких как печенье и пирожные. Звучит очень вкусно. Я бы с удовольствием попробовал выпечку с лавандой. Тебе стоит. Это придает неповторимый вкус. Вам нравится заниматься садоводством. Я новичок в этом деле, но мне не терпится научиться. С чего мне начать? Легкие цветы, такие как бархатцы или ромашки, отлично подходят для новичков. Приятно знать. Я их поищу. Какая твоя любимая часть садоводства? Мне нравится смотреть, как растения растут и цветут. Это очень приятно. Урок 9. Шоколадные деликатесы. Привет, Анна. Вы знаете, есть ли в кафе что-нибудь шоколадное? Да, у них просто божественный вкусный шоколадный торт. Звучит потрясающе. Я весь день жаждала чего-нибудь сладкого. Вам обязательно стоит попробовать. Оно влажное и имеет бархатистую текстуру. Ух ты! Я обожаю хороший десерт с такой текстурой. Они подают что-нибудь еще. У них также есть очень легкий сливочный шоколадный мусс. Мусс — один из моих любимых. Он приятен на ощупь, но при этом не слишком тяжел. Именно так. А еще у них иногда есть шоколадные эклеры. Вы его уже ели. Я ел эклеры, но не шоколадные. Они так же хороши, как звучат. Абсолютно. Шоколадная начинка сытная, а выпечка слоеная. Теперь у меня настоящий соблазн. Думаете, нам стоит попробовать их вместе? Отличная идея. Мы можем устроить себе небольшое приключение с дегустацией шоколада. Отлично. Мне нравится открывать для себя новые угощения. Какой твой любимый шоколадный десерт?
Думаю, я бы выбрала классический пирожный. Он пушистый и сытный. Брауни прекрасны. Вы предпочитаете их с орехами или без них? Мне нравится их с орехами для дополнительного хруста. Как насчет тебя? Я предпочитаю их без орехов. Мне больше нравится вкус чистого шоколада. В этом есть смысл. Иногда, когда дело доходит до десерта, лучше всего использовать простое. Согласен. Мне также нравится добавлять сверху шарик ванильного мороженого. Да, сочетание теплого пирожного и холодного мороженого просто восхитительно. Урок 10. Культурная одежда. Привет, Анна. Я видела твои фотографии в этом традиционном корейском платье. Как вы себя чувствовали в нем? Это было невероятно. Платье под названием ханбок такое красивое и яркое. Бьюсь об заклад. На тебе это выглядело потрясающе. Какие цвета вы выбрали? На мне был ярко-розовый ханбок с нежными цветочными узорами. Было очень празднично. Звучит прекрасно. Было ли его удобно носить? Удивительно, но да, ткань мягкая и позволяет легко перемещаться. Отлично. Я слышу, что у Хамбока уникальный дизайн. Что в этом особенного? Силуэт довольно четкий, с высокой талией и струящейся юбкой. Все элегантно, но в то же время просто. Я вижу, как это было бы идеально для торжеств. Вы носили с ним какие-нибудь аксессуары? Да, на мне была красивая традиционная подвеска в виде нариги. Это добавило приятного штриха. Звучит интересно. Что символизирует нариги? Он символизирует удачу и счастье. Многие носят его по особым случаям. Мне это нравится. Ты впервые надела ханбок. Да, так и было. Нося его, я почувствовала глубокую связь с корейской культурой. Это замечательно. Вы участвовали в каких-либо традиционных мероприятиях? Да, мы провели традиционную церемонию поклона и насладились вкусной корейской едой. Звучит как фантастический опыт. Какое твое любимое блюдо? Мне очень понравился бибимпап. Сочетание вкусов и цветов было восхитительным. Бибимбап очень вкусный. Это как искусная презентация на тарелке. Именно так. Употреблять его в пищу было похоже на то, что каждый кусочек прославлял культуру. Урок 11. Решение о путешествиях. Привет, Анна. Для этой поездки давайте взвесим все за и против, прежде чем принимать решение. Звучит умно. О каких профи вы думали? Что ж, один из плюсов в том, что мы можем познакомиться с новой культурой и попробовать разные блюда. Абсолютно. Мне нравится пробовать новые кухни. Это как мини-приключение. Еще один плюс в том, что мы можем отдохнуть от повседневной рутины и расслабиться. Да, смена обстановки может освежать. А как же минусы?
Одним из минусов может быть стоимость поездки. Это может быстро возрасти. Это правда. Нам нужно тщательно планировать бюджет. Есть ли другие минусы? Я думала о том, сколько времени потребуется, чтобы все спланировать. Это может быть ошеломляюще. Планирование может быть сложным делом, особенно если учесть все детали. Именно так. Нам также следует подумать об ограничениях на поездки или проблемах безопасности. Хорошие замечания. Важно быть в курсе любых рекомендаций по путешествиям. Итак, взвесив все эти факторы, как вы думаете, нам стоит идти? Думаю, плюсы перевешивают минусы, особенно если мы хорошо спланируем. Я согласен. Мы можем установить бюджет и составить контрольный список для планирования. Похоже, это хороший план. Какое направление вы рассматриваете? Я подумывал о том, чтобы позагорать и повеселиться на пляже. Пляж звучит идеально. Мы могли бы насладиться купанием и отдыхом у океана. Кроме того, мы можем заняться водными видами спорта, такими как сноркелинг или серфинг. Это захватывающе. Я всегда хотела заняться сноркелингом и увидеть коралловые рифы. Урок 12. Беседы о ценах. Привет, Анна. Звучит разумно. Давайте теперь поговорим о структуре цен. Конечно. На каких аспектах ценообразования вы хотите сосредоточиться в первую очередь? Думаю, нам следует начать с основных затрат. Какие основные расходы нам следует учитывать? Что ж, есть базовая цена на услугу плюс любые дополнительные платежи. Хорошие замечания. Есть ли скидки при раннем бронировании? Да, некоторые компании предлагают скидки при раннем бронировании. Это отличный способ сэкономить. Это умная стратегия. А как насчет вариантов оплаты? Во многих местах принимают кредитные карты, но некоторые предпочитают наличные или банковские переводы. Важно знать об этом заранее. Какой способ оплаты вы предпочитаете? Обычно я предпочитаю использовать кредитную карту для получения бонусных баллов. Как насчет тебя? Мне нравится использовать наличные деньги для составления бюджета. Это помогает мне отслеживать свои расходы. В этом есть смысл. Как вы думаете, нам следует узнать о плане оплаты? Да, план оплаты может упростить управление большими расходами. Я согласен. Всегда полезно распределять платежи по времени. А как насчет правила отмены бронирования? Мы обязательно должны их понять. Абсолютно. Знание условий отмены бронирования может избавить нас от непредвиденных расходов. Верно. Лучше быть готовыми к любым изменениям в наших планах. Как вы думаете, каким должен быть наш бюджет на эту поездку? Думаю, нам следует выделить определенную сумму на развлечения, питание и проживание. Звучит как хороший подход. Давайте вместе составим подробный бюджет. Урок 7. Цели развития навыков. Привет, Анна. В последнее время я подумываю о том,
чтобы улучшить свои навыки. Звучит великолепно. На какие именно навыки вы ориентируетесь? Мне очень интересно улучшить свои ораторские способности. Выступление на публике – ценный навык. Планируете ли вы присоединиться к какому-либо клубу или Да, классу? я подумываю присоединиться к местному клубу Toastmasters для тренировок. Это фантастический выбор. Они создают благоприятную среду для обучения. Именно так. Я слышу, что это отличный способ обрести уверенность и получить обратную связь. Определенно. А как насчет других навыков? Вы сосредотачиваетесь на чем-нибудь другом? Я также хочу улучшить свои навыки письма. Я хочу выразить свои идеи более четко. Писать очень важно. Собираетесь пройти мастер-класс по письму? Да, я ищу онлайн-курсы, в которых содержится конструктивная критика. Звучит полезно. Получение отзывов действительно может ускорить ваш прогресс. Я согласен. Над какими навыками вы сейчас работаете? Я сосредотачиваюсь на изучении нового языка. Это одновременно и сложно, и полезно. Это круто. Какой язык вы изучаете? Я изучаю испанский язык. Я нахожу это увлекательным и полезным для путешествий. Испанский – отличный выбор. У вас есть особый метод обучения. Я использую приложения для пополнения словарного запаса, а также стараюсь практиковаться с носителями Это умно. языка. Общение с носителями языка действительно может повысить вашу беглость речи. Да, мне также нравится смотреть фильмы на испанском языке, чтобы улучшить свои навыки аудирования. Это интересный способ обучения. У тебя есть любимый фильм на испанском языке? Мне очень понравилось «Како». Это увлекательное занятие, позволяющее заглянуть в мексиканскую культуру. Я слышала об этом много хорошего. Мне тоже стоит его посмотреть, чтобы попрактиковаться в испанском. Урок 14. Поиск транспорта. Анна, вы знаете, где я могу найти расписание автобусов? Да, вы можете обратиться в транспортный отдел, чтобы узнать расписание автобусов. Приятно это знать. Она также доступна в интернете. Абсолютно. У большинства транспортных департаментов есть веб-сайты с актуальным расписанием. Это удобно. Я проверю это перед тем, как отправиться на станцию. Тебе стоит. Это экономит время и помогает эффективно спланировать маршрут. Часто ли вы пользуетесь общественным транспортом? Да, мне нравится. Это экологично и экономит деньги на газе. Я согласен. Кроме того, это отличный способ расслабиться и почитать во время поездки на работу. Именно так. И по пути вы можете встретить интересных людей. Это правда. Общественный транспорт может стать настоящим приключением. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь нашими видео и каналами.